Привет. Ты недавно приобрел себе Escape from Tarkov, и наверняка, собственно, собрался погрузиться в данный проект с головой, но горький опыт подсказывает мне, что что-то пошло не так, да? В связи с тем, что в игре нет обучения, сейчас я постараюсь тебе рассказать все, что ты должен и прям-таки обязан знать, если хочешь хотя бы не умирать просто так. Welcome to the club, buddy. Начнем с базы. У тебя имеется два персонажа, доступных для игры. Это Дикий и ЧВК. Разница между ними состоит в следующем. ЧВК это прям твой персонаж. У себя в схроне ты экипируешь именно его, и просираешь лут в рейде тоже собственно за него. В свою очередь, Дикий – это во всех смыслах рандомный персонаж. Он обладает рандомной экипировкой и характеристиками. И в отличие от твоего основного персонажа ЧВКшника, Дикий не качается. Также при игре за Дикого ты спавнишься уже ближе к середине или же к концу катки, имея это в виду. Ну и в довесок ко всему этому, по умолчанию все боты к Дикому дружелюбны, то есть по крайней мере от них вы не откиснете. Собственно, при игре за Дикого вы не рискуете потерять свой лут, но в то же время его изначальная экипировка такая себе. Итак, что нужно сделать непосредственно в рейде? Если не брать во внимание квесты, то в идеале хорошенько налутаться, повоевать и выйти живым с локации. Вот тут и начинаются проблемы. В начале матча в правом верхнем углу вы видите свои выходы. Кстати, чтобы снова на них взглянуть, нужно дважды нажать на английскую «О». Так вот, проблема заключается в том, что у вас нет карты. Да и даже если бы она у вас с собой была, это бы вам не сильно помогло. Ведь Тарков это игра про реализм. Соответственно, на карте нет никаких меток, а тем более маркера того, где вы находитесь сейчас. А вкупе с тем остальным, о чем поговорим позже, незнание того, куда идти, станет довольно-таки серьезной проблемой. И что же делать, как быть? Просто перед заходом на локацию загуглите себе карту, на которой другие пользователи уже любезно подписали вам все выходы. А заодно пусть первые ваши рейды будут проходить в формате офлайн. Да, здесь так можно. Но имейте в виду, что из такого рейда вы ничего не вынесете. Как, собственно, вы там ничего и не потеряете в случае своей смерти. Просто походите по локации и попробуйте сориентироваться с помощью карты. И так вы, возможно, даже дойдете до выхода. Плюс ко всему в этом же режиме можно ознакомиться и с остальными механиками игры. Как минимум безбоязненно опробовать пушки и повоевать. Собственно, давайте сейчас и перейдем к разбору всего, что связано с боем. И начнем мы, разумеется, с оружия, а конкретно с патронов. Потому как в этой игре убивает именно он, а не пушка. Итак, первое, что вы должны уяснить, это то, что каждый ствол стреляет своим боеприпасом, а если точнее, у каждого оружия свой калибр. Это значит то, что АК-74М не сможет стрелять патронами, предназначенными для американской М4, ввиду того, что здесь 5.45, а здесь 5.56. Поэтому, если вы нашли какую-то коробку с патронами, то не спешите радоваться. Сначала посмотрите, какого калибра эти самые патроны, и подойдут ли они к вашему оружию. Кроме разницы в калибре, пули различаются также и своими типами. В качестве примера возьмем ранее озвученный 5.45. Там, например, существуют такие типы, как ПС и БТ, а также ПДС, БП, БС и так далее. Но мы рассмотрим первые два варианта, в связи с тем, что они самые ходовые. Так вот, ПС это пуля стальная, то есть самая обычная пулька. А БТ это бронебойный трассирующий патрон. Стало быть, при выстреле виден трассер, а также этот патрон лучше пробивает броню. Если что, о броне мы тоже поговорим, но позже. Я же сейчас веду к тому, что вам придется во всем этом разобраться, потому как каждый тип патронов по-своему эффективен и имеет разную степень полезности в зависимости от вашей ситуации. В общем, включайте голову, читайте и изучайте. А в этом ролике гайда по патронам я делать не буду. Но разве что если вы очень попросите меня в комментариях сделать следующий видос именно на эту тему. Думаю, всем нам известно, что пули хранятся в магазинах. И нет, не в тех, которые пятерочка, а в таких вот штуках, которые мы вставляем в свои палки-бабахалки.
Так вот, в Таркове вам придется постоянно помнить об этом факте, потому как здесь нет счетчика патронов, а также здесь у нас разделение не по общему числу боеприпасов, а именно по тому, сколько их осталось в конкретном магазине. То есть шмальнули вы пару раз, перезарядились, и теперь у вас имеется полный магазин, который воткнут в оружие, скажем так, и еще один, в котором осталось не 30, а, например, 28 патронов. Соответственно, при последующих перезарядках рано или поздно, в зависимости от того, сколько у вас там было вообще магазинов, тот самый первый магазин с 28 пулями вернется. В общем, имейте это в виду и вовремя дозаряжайте магазины, путем вталкивания в него патронов. Кстати, в случае крайней нужды вы можете засунуть пульку прямо в ствол оружия, перетащив ее из инвентаря. Возможно, это спасет вам жизнь. Хотя, господи, это же Тарков, о чем это я? Хорошо, с этим вроде разобрались. Что дальше? А дальше, господа, наконец-таки переходим к разговору про те самые палки-бабахалки. Кроме того, что Тарков это оружейный прон, в том плане, что здесь есть целая куча модулей для вашего оружия, присутствует еще и большое количество взаимодействий с этим самым оружием. О них, собственно, сейчас и поговорим. Чтобы узнать, сколько осталось патронов в магазине, нужно нажать сочетание клавиш Alt-T. Чтобы переключить режим стрельбы, если это возможно, нажимаем английскую B. А чтобы просто проверить, какой режим огня у вас сейчас, без его лишнего переключения, нажимаем сочетание Alt-B. В игре есть баллистика, и расстояние до цели здесь играет свою роль. И при наличии у вас оптического прицела, вы сможете, так сказать, настроить расстояние до объекта нажатием на Page Up и Page Down. Но чтобы сменить кратность прицела, если это опять же возможно, нажимаем на Alt и правую кнопку мыши. Это же самое сочетание клавиш отвечает за изменение рисунка на коллиматорных прицелах. Опять же, если это вообще возможно в случае с этим прицелом. Думаю, понятно. Также довольно-таки споданная, но все же фишка, это то, что вы можете, так сказать, изъебнуться в процессе ведения огня. Например, начав стрелять вслепую, подняв ствол над головой. Или же опять же вслепую, но из-за угла. И осуществляются такие каскадерские трюки путем нажатия на Alt и W или же Alt-S. Пользуйтесь на здоровье. Ну а лично я ни разу не видел практического применения данного приема. Да и сам им эффективно не пользовался. Но опять же, мало ли, может быть вам и будет полезно. Имейте также в виду то, что в игре есть два типа перезарядки. Если вы нажмете на R один раз, то ваш персонаж сначала отстегнет текущий магазин, положит его в разгрузку, чтобы сохранить на потом, затем из этой самой разгрузки достанет новый магазин и, собственно, только после этого зарядит оружие. Но также вы можете и нажать клавишу перезарядки дважды. Это приведет к тому, что ваш персонаж попросту бросит текущий магазин на землю, достанет новый и тут же его, так сказать, воткнет. Данное действие эффективно, если вам нужно прям быстро перезарядиться. В любом случае, вы все равно сможете поднять данный магазин позже. Так что, опять же, смотрите сами по ситуации. Ну и да, вот еще одна важная деталь. Всегда, слышите? Всегда носите свои магазины в разгрузке или кармане, по причине того, что из рюкзака персонаж не перезаряжается. Это придется делать вручную через инвентарь путем перетаскивания. Еще, кроме огнестрельного оружия, вы можете убить врага гранатой. И здесь тоже есть пара нюансов. Как и в случае с магазинами для оружия, граната не используется из рюкзака. Юзать ее можно только если она лежит в разгрузке или в кармане. Итак, у себя в инвентаре вы можете назначить гранату на конкретную клавишу. Когда вы нажмете на выбранную кнопочку, граната будет взята в руку. Вы можете кинуть ее силовым броском или же, так сказать, подкатить. Соответственно, путем нажатия ЛКМ и ПКМ. Опять же, смотрите по ситуации. Еще есть вариант не назначать гранату на клавишу, а просто нажать на кнопочку G. И в таком случае ваш персонаж без лишних колебаний сразу же кинет гранату силовым броском. В общем, решайте, что вам удобнее. Ну и пара слов о перемещении. Крутя колесико мыши, вы регулируете свою скорость, а также вкупе с этим и громкость своих шагов. А при зажатой клавише C, она же русская S, и опять же крутя колесико, вы регулируете степень своего приседания. Звучит странно, но это работает именно так. Что ж, от того, как наносить урон, перейдем к тому, как защищаться от урона. Поговорим о броне и медицине.
В игре существует деление на 6 классов брони. Соответственно, чем лучше класс, тем лучше защита. И тем больший калибр пули не пробивает данную броню. И вот здесь небольшая ремарка. Не давайте себя обмануть очкам прочности брони. Бронежилет 4 класса с максимальным запасом прочности в 40 будет куда круче, чем бронежилет 2 класса, но с максималкой в 80 очков прочности. Надеюсь, понятно объяснил. Разумеется, у брони, как и у всего, что вообще существует в Таркове, есть свои нюансы. Находясь в инвентаре, вы можете осмотреть свою броню или шлем и обратить свое внимание на пункт зоны защиты. Наведя туда курсор, вы увидите, какие конкретно части вашего тела защищены. Об этих самых частях тела, их ХП и так далее поговорим позже. Так вот, на это важно обращать внимание, потому как вы можете одеть бронежилет 4 класса, так сказать, воодушевиться этим и пойти в раш, а вам возьмут и просто настреляют в живот, потому как этот самый хваленый броник защищает только грудь. Та же ситуация и с касками. Какие-то защищают уши, какие-то нет, но в этом шлеме есть забрало, которое обеспечивает защиту вашей хари, а на том нет. Ну и так далее. Опять же, мысль вы уловили, я думаю. Но и это еще не все, господа. Каждый бронежилет имеет свой материал, который отвечает за его, так сказать, прочность, а также ремонтопригодность. Ну и соответственно все бронежилеты имеют разный вес, а также разные дебафы при ношении. Опять же тема для отдельного видео как минимум. Посему не будем на этом заострять внимание в данный момент. Просто немножко поделюсь своим опытом, прежде чем мы закончим с этой темой. Самый, назовем это так, ходовой класс защиты — это 4. Одевая его, вы в принципе можете быть спокойны, потому как уже имеете шансы выжить в перестрелке. 2 класс практически является мусором, по крайней мере покупать его я вам не советую. Просто скажу, что он пробивается практически всем. 3 класс в этом плане получше, он хотя бы не бесполезен. Ну а ежели вам посчастливится найти 5 или даже 6 класс, то, конечно же, поздравляю, но 6 лучше все же продать, по причине того, что это просто выгоднее, но вы опять же решайте сами. Ну а сейчас давайте поговорим о медицине. И медицины в игре реально много. Тут есть бинты, жгуты, хирургические наборы, обезболивающие и много чего еще. Давайте, пожалуй, кратко пробежимся по всему этому, потому как важна только суть. Существует 2 вида кровотечения – легкое и тяжелое, но нейтрализуется оно бинтом и жгутом соответственно. Переломы лечатся шинами, а боль, как несложно догадаться, снимается обезболивающими. Ну а чтобы просто восстановить ХП, нужно использовать аптечку. Для чего же тогда существует хирургический набор? Для того, чтобы восстанавливать выбитые конечности. Окей, а что значит выбитые? Об этом сейчас и поговорим подробнее. Общее ХП вашего персонажа формируется из ХП его конечностей. В случае, если ХП какой-нибудь из этих самых конечностей упадет до 0, конечность будет считаться выбитой. Еще одна небольшая ремарка. Если выбивается голова или грудь, то это смерть. Все остальное ведет лишь к дебафам. И дебафы бывают разные в зависимости от того, что выбито. Дело в том, что выбитые конечности можно восстановить только хирургическим набором. Пока вы его, собственно, не примените, лечить эту конечность аптечкой у вас не получится. Что ж, вот мы и досмотрели основные шутерные механики Таркова. Пора бы переходить к тактике игры, но тут есть одна загвоздка. Каждый играет по-своему. Думаю, и вам будет не лишним выработать свой стиль игры. К тому же я и сам далеко не проигрок, чтобы вас чему-то там в этом плане научить. Просто старайтесь здраво оценивать свои возможности и действуйте, отталкиваясь от этого. Вам еще много чего предстоит узнать опытным путем, а пока скажу следующее. Чтобы долго не перетаскивать предметы из ящика себе в инвентарь, просто нажмите Ctrl и кликните по этому самому предмету. Попробуйте поносить разные активные наушники, потому как звук в Таркове это важно, а наушники могут значительно облегчить геймплей в этом плане. Посему стоит уже заранее выбрать вариант, который для вас будет более привлекательным. Или может быть ваша стихия это вовсе не носить наушники, а бегать в мощном шлеме с забралом. Мало ли. Ну и разумеется, старайтесь больше играть за ЧВК, а за Дикого ходите просто чтобы поизучать карту и вынести лут. Ну, по крайней мере, первое время, пока вы не начнете чувствовать себя комфортно, играя за ЧВКшника на постоянке. Со временем страх и боязнь каждого шороха пройдет, уверяю. Ну а на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, ну и посмотрите еще вот эти видосы по Таркову на моем канале. Возможно, там вы тоже подчерпнете что-нибудь интересное. Всем удачи и еще увидимся. Пока.